Логично, что оформление рабочего места необходимо начать с наличием этого самого рабочего места, то есть стола. В моем случае это полный IKEA Custom, а именно две шикарных тумб с выдвижными ящиками под названием Alex, белого цвета 21 века. Плюс столешница Карби из грецкого ореха, размерами 186 на 63 сантиметра. Выглядит она, конечно же, потрясно, особенно ночью, когда свет от какой-нибудь подсветочки на ней отражается. Ну и как затычка для жопы, и это я весьма метафорично, ведь торчащие провода это всегда жопа. Тем самым столешница Linmon скроет весь беспорядок, и о кабель-менеджменте в целом не придется париться. Соединил все эти компоненты, конечно же, нанотехнологиями. Саморезы и уголки удивительная штука. Наличие шуруповерта обязательно. Ну, в общем, со столом мы разобрались. Давайте ему добавим красок. Специально для этого от Colorlight я взял очень крутую RGB ленту и платформу Plus для моих RGB шестиугольников, о которых есть видео на канале. Для того, чтобы надежно приклеить ленту к столешнице, нужно поверхность обезжирить спиртом или антисептиком. Я даже заказал акриловый двухсторонний скотч, чтобы лента уж прям наверняка держалась намертво. Хотя и без него можно тоже нормально приклеить. Смотрите, чтобы у угла столешницы находилось соединение ленты, а не сам диод, а то а-та-та будет. Блок контроллера я вот тут хитро приклеил, будто ему здесь и место. Ну и гляньте, какую суету навели. Бесспорно, красиво. Чтобы ножки монитора не занимали место на столе, нужно задуматься о покупке кронштейна. У меня их аж два, и оба поддерживают по два монитора до 27 дюйма. Про свои мониторы я не раз в своих видео говорил. Это старые добрые Acer Nitro. Главный на 27 дюйма, IPS, 2К, 144 Гц, короче гейминг пушка. А второй Full HD, IPS, 24 дюйма, 75 Гц и тоже по очень приятной цене. Ну, в общем и целом, измерим середину столешницы, закручиваем по метке кронштейн, насаживаем монитор на нужной высоте и хорошо, но без фанатизма, закрутим болтик. Те же действия выполняем со вторым монитором, только для него воспользуюсь вторым кронштейном, чтобы получить больше мобильности. В обычном режиме использования компьютера мне не нравится, когда второй монитор отвлекает на себя внимание, особенно когда играю, а вот когда стримлю и есть необходимость впитывать информацию, хорошо, чтобы он был поближе. Окей, давайте теперь поговорим про мои девайсы. Начнем с основных. Я пользуюсь двумя клавиатурами. Первая это беспроводная Logitech MX Keys, которую я использую для работы. Скажу так, на ней очень приятно печатать, и при нажатии на нужные мне клавиши я почти что не промахиваюсь. Что не сказать про мою вторую клавиатуру, которая у меня чисто для гейминга и стримов. Warmila VA88M с тихими линейными свечами Cherry MX Silent Red. Кто знаком с брендом Warmila, знает, что они собирают хорошие клавиатуры. Но более подробно про нее и остальные геймерские девайсы, как моя мышка Logitech G Pro X Superlight и наушники HyperX Cloudflight S, хочу поговорить в отдельном видео про типа идеальный геймерский сетап. Про аудиодевайсы могу отметить мои колонки Logitech Z200, не мощные, но зато бюджетные, красивые и с хорошим звуком. Микрофон у меня от Rode, модель NT1. Просто замечательный микрофон, который у меня работает в связке с аудиоинтерфейсом Focusrite Scarlett Solo третьего поколения. В общих чертах это более-менее хорошая связка, но в ближайшее время думаю купить себе Go XLR, потому что это вроде как must-have для стримов. Кстати, постараюсь найти ссылку на мой поп-фильтр или на что-то похожее, а то я знаю, что вы тоже себе такой захотите. И в целом в описании постараюсь составить как можно больше ссылочек. Создам подборочку на e-каталоге, чтобы вам не пришлось долго эти товары искать. Так, и на чем мы остановились? Микрофон, значит. Он крепится на пантографе Rode PCA-1, один из лучших пантографов по цене и качеству. Специально под него сделал даже отверстие в столе, потому что так удобнее, плюс второе крепление остается свободным, тем самым вся эта конструкция становится чуть мобильнее. Ну и вроде бы я вам еще не показал вам свой компьютер. Тогда вот и он. На борту i7-8700, 32 гигабайта ОЗУ и видеокарта RTX 3080. В целом все ок, но все-таки начиная с 2022 года я точно соберу себе сборку на новых процессорах, а то 8700 неохотно тянет RTX 3080. Из особых комплектующих могу отметить карту видеозахвата Avermedia Live Gamer Duo, на которую, может быть, сделаю обзор. В принципе, вы должны знать, что она банально выполняет свою работу. И лично у меня нареканий к ней нет. Ладно, что-то мы заболтались. Давайте закинем все это добро на рабочее место и посмотрим, что из этого выходит.
насчет задней части стола, там я заранее закрепил сетевой удлинитель, а также USB-хаб, так как не все девайсы буду доставать до компа, который на этот раз решил расположить не на столе, а рядышком с ним. Все-таки им я уже по горлу налюбовался, так что пусть себе спокойно шумит там сбоку. Ну и последние детали. Для того, чтобы мое рабочее место стало полноценным, нужно добавить беспроводную зарядку для телефона. Конечно же, коврик, который у меня вот в таком шикарном дизайне от X-Ray Pad. Сама модель называется Aqua Control Plus размером 1000 на 500 мм. И это серьезно крутой коврик. Мышка скользит и контролируется на нем просто отлично. Ну и я стал собрать какую-нибудь интересную фигурку из шестиугольников Cololight. Да, очень оригинально. Так, упси, я вам про свое кресло еще вроде ничего не рассказал. Это кресло Thator, модель Apex. В моем использовании оно почти 2 года. И я не совсем рад этой покупке. Не то чтобы кресло ай какое некачественное. Просто начну с того, что это кресло для меня оказалось неудобной. С самого момента покупки есть какие-то проблемы с механизмом. Вечно оно само то чуть опускается, то поднимается. Ну и сами можете видеть, что с сидушкой после 2 лет использования. В общем, в этом плане я открыт к предложениям и советам. На какое же кресло мне сесть дальше? Бутылка не в счет. Оу, и еще, хочу отметить свою подставку для ног-грелка. И если у вас, как и у меня, холодный пол в доме, и под вечер всегда нужно парить ноги, чтобы прийти в себя, то вот эта штука ваше спасение. По дизайну оно тоже ничего так, поэтому, думаю, впишется в любое рабочее пространство. Так что присмотритесь. Okay. И, ребятки, вот и мое актуальное рабочее место. Вроде бы все просто, но для того, чтобы полностью это собрать, потребовалось больше 2 лет. И это, конечно, еще не все. У меня еще целый вагон идей о том, как реализовать свои будущие рабочие места. Но все-таки дайте мне на это некоторое время. С финансами как-нибудь уже сам разберусь. И надеемся на то, что подобного контента станет куда больше на моем канале, если он, конечно, вам заходит. Ну а вы, народ, можете поделиться своими рабочими местами или найти интересные конфиги в специальном канале на моем Discord сервере. На этом все, на сегодня закругляемся. Ребятки, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Очень приятно. Oh, no! Кринж. Как обычно, передаю приветик всем моим спонсорам, которых на этот раз прям очень дохера. Ясно дело, вас всех зачитывать не стану, потому что я пробовал, но я чуть не сломал себе язык от ваших никнеймов. Конечно, за подписку вам спасибо, но позориться я не стану. Ну и вот самый залайканный комментарий из-под прошлого видео. Можете, кстати, что-нибудь тоже интересное написать, чтобы попасть в мои шаловливые ручки. Official был с вами, не пробейте время зря, всем удачи и пока.